Привет. Так интересно, ночую несколько дней на улице. И сегодня решил заночевать рядом с полицейским участком. Ну, потому что уже сил нету, просто лег спать тупо. И они мимо проходят, но никто ничего не говорит, не спрашивает, не беспокоит меня. Даю поспать, сейчас время 3 часа ночи. Посмотрим, что будет дальше. Какой-то движ. Что машины ездят, люди ходят, праздники, воскресенье. Ночь с воскресенья на понедельник. Ночую в центре острова Касумель на главной муниципальной площади. Рядом прям с полицейским участком, он позади меня. Сейчас подсниму вам. В общем, поспал нормально 3 часа сейчас. Не знаю, видно, нет. Там сзади полицейский участок прям. Наверное, еще чуть-чуть посплю, сейчас попробую. Не знаю, слышно или нет, вам музыка играет в полиции. У них вообще по всей Мексике всегда играет музыка просто отличнейшая. Сейчас играет такое ретро, что-то старое, 70-х годов. Очень красиво. Послушайте. Тишина. Я тут тоже с несколькими местными ребятами уличными познакомился, кто живет здесь на улице. Придумывают игры всякие. Если завтра увижу, сниму вам. Придумали себе игры и играют. С бутылками, там, в кегли. Один танцует с футболками, так интересно. Estaba mi favorita canción, Ni clavel ni la rosa. Una canción sobre amor, por supuesto, pero muy buena canción, sí. Ребятки, 5:30 утра, и птицы начинают петь здесь просто по весь голос. Разбудили меня. Вот сегодня это выспался, вроде поспал где-то 5 часов. Последние сколько? 3-4 дня. Más o menos я спал. О, рассвет. Ну что, ребята, сейчас 6 часов утра, в 7 открывается Чедрауи. Живя на улице здесь, Чедрауи и Сориана меня здесь очень выручают, потому что можно сходить в туалет. Ну, по-маленькому это не проблема, а по-большому можно помыть руки, почистить зубы. Ну, и, собственно, купить покушать что-то. Но еще целый час, поэтому надо сходить куда-то в кусты. Солнце. Солнышко, давай, вставай быстрее. Такая красота. Забрался куда-то в кусты. Делаю свои темные дела. Никогда вообще не думал, что солнцу можно так радоваться.
когда здесь ночью продогнешь, дубак такой нереальный. Встаешь, солнышко выглядывает, и ты такой счастливый. Ничего не надо, только лучи солнца. Поэтому радуйтесь малым вещам в вашей жизни и каждый день, каждую секунду. Йоу! Ну что, идем на морюшко. Солнце как раз встанет. И с лучами солнца занырну. Искупаюсь, помоюсь. Живя на улице, приобретаешь очень много навыков. Никому не советую жить на улице, но у меня так жизнь складывается, опыт большой. И начинаешь по-другому относиться вообще ко всем вещам. Радоваться абсолютно всему, например, лучам солнца, помыться в море, к еде по-другому относиться стал есть свежую еду, ну, как сказать так, crudo, raw food, да, по-русски, как сырую еду, сырую готовить, потому что негде, покупаешь там, нарезаешь овощи, фрукты и кушаешь, и чувствуешь себя отлично. Но еще очень большой плюс, что не хочется есть. И самый прикол, что берегите ваш сон. Сон — это самое главное. Вот живя на улице, это понимаешь, потому что когда не спишь один день, ладно, 2 можно, потом все просто размазня, нет ни сил, ничего, кушай, не кушай, это все ерунда. Но когда ты выспался, вот сегодня я поспал где-то, ну, плюс-минус 6 часов, пускай на улице холодно, там просыпался на лавке, как-то жестко, да? Но у меня энергии сейчас вообще просто хоть отбавляй. И самый прикол, что мне не хочется ни есть, ни пить. Мне хочется быстрее добежать до морюшка, занырнуть в него, встретить лучики солнца. И нету мысли даже о том, что я хочу есть или пить. Так что берегите сон, спите, как вам организм велит. Но сон — это очень важный фактор в нашей жизни. Давайте. Вы где? А еще хочу вам рассказать, мне сегодня сон приснился просто какой-то космос. У меня мечта поехать в Таиланд, и на острове Пи-Пи я засадил свой дрон. Он там на скале, по-любому до сих пор меня ждет. И я хочу снять ролик, собрать пацанов, команду, операторов, чтобы я заскалолазил туда, взял его, мы поменяли батарейку, и он полетел. И как рекламный ролик продать это DJI, потому что, ну сколько лет уже, года 4, наверное, прошло. К тому времени, когда я это сделаю, может быть 5 лет, пройдет 6. Сейчас по трению, по скалолазию здесь, в Мексике. И мне приснился сегодня сон, что я забрался на очень высокую скалу и прыгнул с нее. Ну, прыгнул спиной почему-то, не знаю. То есть я вот так вот забрался и оттолкнулся от нее. И когда я повернул голову вниз, начал смотреть, там было очень высоко, не знаю, ну, по моим расчетам, метров 140. Почему я сделал такой вывод? Да потому что ходил по хайлайну в Чапасе, и там было где-то около 70 метров. Так вот, во сне это было раза в 2 выше. И повернув голову, увидев эту высоту, я понял, что мне нужно по максимуму держать баланс, чтобы приземлиться прям ровненько. И я приземлился ровненько. И самое интересное, что не было ни секунды страха. Страх был те, кто смотрели, там кричали, «Ва-а-а!», ну, во сне.
А я просто, у меня была концентрация зайти прямо в воду. И я зашел. Вот такой вот крутой сон. Я считаю, он мне в руку, потому что надо начинать скалолазить. Чувствую потенциал, чувствую энергию. Готов полностью, ментально, физически. Возраст позволяет. Занимайтесь спортом. Развивается бандера мексиканская. Бандера, флаг с испанского. Так, ребята, вот видите надпись Хостелита Козумель. Надо сегодня туда забежать будет на собеседование. Может получится подиджеить. Я заходил, сказали прийти в понедельник. Так что сегодня с вами зайдем, узнаем. Тусовки, видимо, наверху у них там проходят. Поиграю лютое музло. Кто это такая черепаха? Всех везет. Черепахи всех вывезу по-любому. На перекрестке двух дорог. Все спят, еще тишина. Море вот с этой стороны, не знаю, видно, нет. Кондоминиум вот этот очень крутой. Ночью здесь гулял. Очень крутые квартиры, такие большие высокие потолки, залы огромные. Вот пожить бы в таком. Здесь очень развит спорт, особенно троеборье, триатлон. И вот на пляже вот такие вот каноэ. Люди тренят, на них гребут постоянно. Вообще, что мне здесь нравится, что еще семьи нету. Вон уже девочки бегают. Все чуть-чуть осталось. Солнце выйдет. Лютый шаман какой-то у нас здесь. Со змеями на голове. А тем временем солнце появилось из-за горизонта. Отлично. Я почти дошел до моей любимой стены. Сейчас вам подсниму. Откуда можно попрыгать, понырять, сальтушки покрутить. Это вот аэропорт Козумель. Очень много частных маленьких самолетов. Сесны летают постоянно, всякие разные. Другие. Йоу, ребята, еще лайфхак такой хочу вам подсказать. Еда вкусная, несомненно. И от еды мы получаем колоссальное удовольствие. Но есть такой один нюансик. Попробуйте ваш любимый ресторан, бар, закусочную, зайти сытым и заказать то, что вам там всегда нравится. Попробуйте. Если, конечно, вы питаетесь постоянно, однотипно, то, скорее всего, вы разницы не почувствуете. Но если вы пробовали есть, например, сырую пищу или веганить, не есть мясо, или не добавлять специи, соль, сахар, то есть усилители вкуса какие-либо, то я вам даю гарантию 120%, что зайдя в любимый ресторан сытым и попробовав то, что вам там всегда нравится, вы уловите нотки какого-то масла, может быть, не очень, или что-то пережарено, или солено. Ну, то есть какие-то ноточки вы сможете уловить для себя и понять, что в принципе все, что они готовят, делается по большому счету из-за денег. Ну, как все в нашей жизни, да? В этом нет ничего плохого, это нормально.
Но когда вы это почувствуете, вы это в следующий раз есть не будете. Хотя иногда кажется, что вы кушаете и такое все вкусное, потому что вы голодный. Когда вы голодный, вы можете есть рис с рисом и получить несказанное удовольствие, да, от этой еды. Но я думаю, вы поняли, про что я говорю. Поэтому в следующий раз, когда пойдете в любимый ресторан или будете есть торт какой-то, не знаю, попробуйте сделать это на сытый желудок, чтобы у вас не было потребности в еде, чтобы у вас была потребность в дегустации, как сказать-то, с утра туплю. Гурман есть такое слово, да? Вот вы станете настоящим гурманом, будете понимать, что к чему. Тут движушка уже какая-то, пивасик, мивасик, с утречка пива. Так, вот она стена. Пойдемте поднимемся. Что ты здесь делаешь? Какаю. Иногда приходится. Здесь марина, яхты. Вот стена. Сейчас отлив небольшой. Но прикольно все равно понырять. Ку-ку, еще и поскалолазить можно. Фу. Вот, ребята, говорил вам про триатлон. Мысли, как говорится, реальные. Вообще очень хочу поучаствовать в триатлоне, так как плаваю норм. Бегаю надо потренить, но на велике тоже норм. То есть для меня там 200 километров на велике проехать, это так, норм вообще. Так что надо поучаствовать, сегодня узнаю. Девочка такая интересная попалась, подошел к ней, спросил, говорит, что происходит. Ну, видно, что триатлон, ну, говорю, что вообще, какие дистанции. Она говорит, я тоже треню, но это серьезные дистанции тут. Точно мне не сказала, чуть попозже узнаю, вам расскажу. Но сказала, что плывут 10 километров. 10 километров это только плывут, значит, ну, велик, я полагаю, там в районе сотки. Ну и бег километров 20, наверное. Ну, то есть серьезное такое соревнование. Начать мне надо с чего-то поменьше, так как давно не тренировался. То есть, ну там пару-тройку километров как бы проплыть-то не проблема. Но десятка. И потом на велике. На велике, она говорит, они сегодня всю ночь ездили здесь по острову. Поэтому огонь, надо узнать. Да, конечно, интересно. Кто рано встает, как говорится, тому Бог подает. И вот я сегодня рано встал, выспался. Энергию моря в воде, искупался, солнышко светит, сейчас чуть потихонечку теплее становится, кайф вообще. Зашел на свое любимое место, а там еще и проходит триатлон. В общем, движение это жизнь, не сидите дома, побольше двигайтесь, побольше знакомств. Ну и, может быть, кому-то пригодится опыт, как у меня, жилья на улице. О, еще один кондик. Прикольный такой тоже. Когда-нибудь построю себе вот такой дом. Ну, не себе, а для своей семьи.
Мама, сестры, братья, дети. Все вместе. Дайв резорт какой-то. А вот такие тачки можно снять в прокат. Всякие разные есть вообще. И цветом, и маркой. Прикольные. А вот еще одна стоит. Я вам другой хочу показать. Смотрите. Отельчик. Красивый. Сразу видно, зашел в дорогой район. Отели, кондоминиумы. Как я сделал такой вывод? Да все со мной здороваются по-английски. Morning, how you doing? Buen dia, motherfucker. Текила Бич Клаб Касумель. Текила Санрайз. Немножко расскажу вам, ребята, о Мексике. Почему живу на улице? Вы спросите. Было время, когда зарабатывал и по $5000. Было очень много денег, тусовки. Все как полагается. А сейчас живу на улице, ни хрена нету. Один рюкзак, гитара и все. Потому что в Мексике полно работы, но работа очень низкооплачиваемая. То есть, чтобы вы понимали, очень тяжелым трудом за день максимум, что вы заработаете, это будет 300 песо. Это $15. Но это вы будете работать. То есть это вы будете вставать в 7 утра, возвращаться домой в 8-9 вечера и получать за это 300 песо. Есть разные работы, где-то больше, где-то меньше, но я вам говорю в среднем. И да, вот так вот работая, вы зарабатываете на еду, только на еду хватает. Ну и снять какую-то комнатушку у вас хватит на эти деньги. И так проходит жизнь у большинства людей здесь в Мексике. И меня просто спрашивали русские, кто хочет в Мексику поехать. Я говорю, чуваки, если вы отдаленно работаете, если у вас бизнес, если у вас есть какие-то инвестиции, тогда да, Мексика это просто огонь, страна. Но для того, чтобы здесь жить как я, вообще не вариант. Рассматривайте любой другой вариант, но только не Мексику. Потому что будете жить на улице, как и я. Потому что работать за копейки, ну смысл. Лучше жить на улице и не работать, заниматься своими любимыми делами. По-любому. Поэтому я выбрал такую жизнь в данный момент времени. Но это не значит, что я сижу и жду. Я занимаюсь своими любимыми делами. И я уверен, что все идет так, как должно идти. Поэтому, если вы собрались в Мексику, подумайте, взвесьте все. Если у вас есть какой-то доход, тогда да, 100% да. Если вы хотите здесь найти работу, ну тогда это 50/50. Есть работа крутая, здесь тоже работал видеооператором, зарабатывал очень хорошие деньги. Но это разовая работа, не постоянная. Также диджейл тоже платили хорошие деньги, за сет мне платили $100. Там 2-3 часа поиграешь, $100. Но опять же это не постоянно все. Сегодня они есть, завтра их нет. Поэтому думайте головой.
магазинчики, рестораны. Даже вон лобстер хаус есть. Лобстера можно поесть. Да. А еще вся Мексика в таких надписях Propiedad Privada, что означает частная собственность. И все в заборах, в колючке. И к морю не подберешься нигде. У меня когда был велик, я к морю не мог подъехать, иногда часами ехал и не мог попасть к морю. Хотя море вот оно там, грубо говоря, 300 метров от меня. Но пройти не могу, потому что все вот в этой Propiedad Privada. Люди от людей закрываются, прячутся. Ну, видимо, надо пройти это им все. Нам. Ребята, если меня кто-то будет смотреть с деньгами, с финансами, с хорошими. Находясь здесь 3 года, я поработал и на фермах, и на полях, и на стройке, и кем только не работал. Появилось очень много знакомых, и появились выходы на хорошую землю. Чтобы вы понимали, за 3-4 тысячи долларов можно купить гектар земли в очень хорошем месте. Поэтому если меня будут смотреть люди с деньгами, а я думаю, для вас там 2-3-4 тысячи долларов это не деньги, можем придумать что-нибудь, купить землю. Здесь очень плодородная земля, растет абсолютно все. Можно заняться сельскохозяйством, очень хорошие деньги. Можно выращивать личугу, грибы, да просто даже держать куриц на яйцах. Здесь можно просто золотые горы поднимать. У меня есть друзья мексиканцы здесь. Ну и также можно заниматься недвижимостью, то есть выкупить где-то землю на океане, на пляже. Тоже есть очень крутые места, земля. Есть видео у меня подснято, поэтому если вам это интересно, пишите, пообщаемся. И все это официально. И хорошее вложение денег. Потому что здесь это все только начинает развиваться. Вообще Мексика мне очень напоминает Россию, не знаю, 80-х, 90-х годов. Сейчас, в данный момент времени, представляете? То есть вообще все здесь строители, вот с кем я работал на стройке, они все учились на русских видосах. Через YouTube, там, через какие-то вещи. Электроника, не электроника. То есть меня это всегда радовало и веселило в хорошем смысле этого слова, что они все время там, я посмотрел вот этот вот, там научился вот этому вот у русских. Поэтому жду ваших сообщений. Так, я дошел, здесь уже дальше ничего нету. Дальше только дорога, где-то километра 3-4. И там, говорят, лодка возит на другую часть острова, где можно покупаться. Я вам подсниму обязательно, если интересно, напишите в комментах. Я пошел возвращаться в центр. Надо покушать, подзарядиться и заняться делами. На связи, ребята.